Всем доброго времени суток! В предыдущем выпуске, посвященном соперникам армянских клубов и Еврокубках, я пообещал, что расскажу вам о наших клубах тоже, усилении их состава и в целом состоянии дел перед важнейшими матчами. Сегодняшний выпуск будет посвящен нашему чемпиону Урарту. Но прежде, как обычно, призываю вас всех подписаться на меня, если еще не сделали это, и обязательно поставить лайк. Тогда алгоритмы YouTube будут предлагать его большему количеству людей. Соответственно, больше людей будут вовлечены в армянский футбол. Урарту в первом квалификационном раунде достался чемпион Боснии и Герцеговины Зринский. Напомню, что первый матч состоится 11 июля в 19:00 по ереванскому времени. Коллектив Дмитрия Гунько, похоже, очень серьезно настроен на успешное выступление в Лиге Чемпионов. По крайней мере, они не стали поступать, как все армянские клубы в прошлом, когда каждый сезон лучшие футболисты уходили за бесплатно на повышение в другой клуб, и по сути евросезон начинался совсем другими футболистами, естественно, без какой-либо сыгранности. Но помимо сохранения ведущих футболистов, есть несколько действительно хороших приобретений. Сами посудите. Подписан 25-летний фланговый защитник Периша Пишукович из клуба Нови Пазари, клуба высшей лиги Сербии, где Пишукович был твердым футболистом основы. Он уже отличился голевой передачей за Урарту в товарищеском матче с Вест Арменией и в целом произвел очень хорошее впечатление. К слову, Трансфермаркет оценивает этого футболиста как самого дорогого в чемпионате Армении. Его стоимость 1 миллион евро. Пока еще без официального подтверждения, но скорее всего состав пополнит Павел Могилевец. 30-летний полузащитник выступал за такие клубы, как Ростов, Рубин, Химки. Всего на его счету около 150 матчей в российской премьер-лиге и 4 матча за сборную России. Однозначно, это хорошее усиление перед Лигой Чемпионов. Также клуб пополнил нападающий Артем Максименко из Екатеринбургского Урала. Последний сезон он провел в Роторе, второй лиги России, где забил 13 голов и отдал 5 голевых передач в 31 игре. Думается, это приобретение для усиления скамейки в случае необходимости замен. Опытный вратарь Дмитрий Абакумов из Арарата Армении тоже больше для обоймы, так как основным точно будет Александр Мелихов, отлично себя проявивший в прошлом сезоне. А вот 22-летний полузащитник Микаэль Мирзоян из БКМА очень интересное приобретение. В минувшем сезоне он забил 4 гола и отдал 6 голевых передач в армянской премьер-лиге. Довольно техничен, отлично бьет издали. Есть все основания думать, что в Урарту он сможет развить свой потенциал. Ну а главный козырь Урарту – это футболисты, добывшие для клуба долгожданное чемпионство. Сами посудите. Мелихов великолепно действовал на воротах весь прошлый сезон. Жаль, его в сборную нельзя позвать. В защите есть Евгений Цымбалюк, забивший золотой гол за Урарту в матче с Пюником. На мой взгляд, прямо сейчас это лучший центральный защитник нашего чемпионата. Капитан команды Жерар Маркарян тоже весь прошлый сезон был на высоте, за что и вызывался постоянно в национальную сборную. В полузащите, внимание, Угучукву Иву. Чудо, что Урарту пока смог его сохранить после блестящих выступлений футболистов в матчах с Уэльсом и Латвией. Опять же, прямо сейчас это лучший центральный полузащитник чемпионата. Да чего уж там, Федерация футбола Армении вообще признала его лучшим футболистом сезона 2022-23. Очень надеюсь, что Иву отлично выступит в Лиге Чемпионов и сможет перейти в сильный европейский чемпионат. В паре с ним в центре полузащиты, но ближе к атаке, есть Маркус Джуниор. Техничный бразилец уже в прошлом сезоне покорил болельщиков своей яркой игрой. На его счету 4 гола и 7 ассистов. На правом фланге полузащиты есть молодой футболист сборной Армении Нарей Григорян. На его счету 4 матча за национальную команду. Конечно, он не самый заметный футболист сборной, но точно один из самых заметных в чемпионате Армении. Да и один тайм на очень высоком уровне способен провести неувядающий Арас Озбилис. Почти уверен, что его приберегут для последних 30 минут матча, чтобы он свежий кошмарил защиту боснийцев своей техникой и дальними ударами. В нападении у нас есть высоченный Яя Саногу, на минуточку бывший футболист лондонского Арсенала с 21 матчем в английской премьер-лиге. На замену ему может выйти Леон Сабуа. Воспитанник Краснодара в прошлом сезоне хорошо проявил себя за Урарту, забив 7 голов. В общем, футболисты, способны дать результат, у Урарту есть. Вполне возможно, что по ходу турнира при успешном выступлении мы еще увидим новое приобретение у нашего чемпиона. Но самое главное, сохранился костяк команды, сделавший клуб в прошлом сезоне чемпионом. Руководит ими Дмитрий Гунько, который уже отлично знаком со способностями каждого из них, так что ждем и верим в успешный результат.
Все, кто живет в Армении, призываю сходить и поддержать команду. Матч состоится на стадионе Урарту. Цены на билеты начинаются от 500 драмов на обычные места до 3000 за VIP. А у кого нет такой возможности, обязательно подпишитесь на меня, я подготовлю выпуск с послематчевым анализом и оценками футболистов. На этом сегодня все. Извиняюсь заранее, если надоел уже, но напомню, что все выпуски на канале я делаю один. От подготовки материала до аудио и видеомонтажа. Так что если у вас есть желание отблагодарить меня за потраченное для вас время, номер карты указан на экране и в описании к видео. Я постараюсь успеть подготовить подобный выпуск и о 3 наших других клубах, выступающих в Лиге конференции, до начала их матчей, который будет 13 июля. Так что заглядывайте почаще на канал. Всем до новых встреч!